Здесь, на Западе, мы часто слышим, что я не люблю религию, мне не нравятся все эти правила. И при этом эти же самые люди очень легко себя ограничивают в социуме, следуют каким-то правилам, которые спускаются сверху от правительства и так далее. И думают, что вот это и есть демократия, правила и свобода для всех, мы их всех соблюдаем. В чем причина такого противоречия, что люди негативно относятся к правилам религиозным, духовным, но при этом вот так легко себя ограничивают в социуме? Турия Наджи, вы такие вопросы задаете фундаментальные. Казалось бы, простой вопрос, а вот он столько всего охватывает. Ну, во-первых, это культурный бэкграунд, это большая стена между индийской традицией и западной, ну, может быть, даже восточной. Хотя, конечно, восточная тоже разная. То есть это я говорю очень обобщающе, но с этой проблемой мы сталкиваемся везде. Это не только в Европе, не только в Америках, Австралиях. Это общая такая ситуация и для России тоже. Франция, что-то есть с Россией, схожесть какая-то, да, там даже много у нас слов. Ну, до революции интеллигенция использовала французский язык. Трудно сказать. Вот я с ними общался на эту тему, да, они говорят, что вот потому что там была французская революция, и разная тоже у них культура, там католиков, протестантов, и люди просто не хотят идти глубоко. Но при этом они хотят получить какие-то большие результаты от йоги, от вообще любых восточных практик духовных. Ну, это как, знаете, как с человеком, когда общаешься, если ты с ним не искренен и не общаетесь глубоко, да, вот на каком-то духовном уровне. Ну, духовно это не значит там какой-то эмоциональный, истерический, да, потому что чем глубже, тем человек трезвее. Так должно быть, да. Ну, многие там думают, что вот есть какие-то юродивые, да, там вот в христианстве, да, или там, как говорят, пагал-баба, там в Индии. Ну, люди смотрят все эти явления, и они их не понимают, все равно это переносят на какие-то свои омрачения. Ну, как вот без правил, вот как жить без правил? То, что называется марьяда, да, марьяда, надхов, везде есть какие-то правила. В обычной жизни, да, вот мы настраиваем камеру, да, чтобы записать, там свои какие-то правила. То есть мы садимся так, чтобы я попал в кадр, тоже по каким-то правилам. Это все закончится, мы пойдем, там нажмем на кнопочку, чтобы дверка открылась. Кнопочка надо найти, где она находится, вот именно вот в этом месте, да, то есть сесть в машину, повернуть ключ. То есть мы опять же идем в машину, которая запаркована в определенном месте. Мы не можем припарковать, где хотим. Да? Мы постоянно в этих правилах. А если мы говорим о духовности, мы должны сами для себя вот, ну, оценить, осмыслить, да, вот вес нашей духовности. То есть если мы к ней относимся менее ответственно, чем к тому, что связано с нашей жизнью, да, ну, то и нашей духовности грош цена, и это все просто шизотерика, просто баловство какое-то, кружок какой-нибудь детский. И то, может быть, детский кружок более адекватен бывает порой с того, что мы видим. Поэтому, да, большая часть людей, они потерянные. Это еще такой европоцентризм, может быть, сказывается. Вот тоже, что мы цивилизация, там, а это непонятно что, там, индусы, это все вот эти колониальные замашечки какие-то сохранились, да. Ну, опять же, откуда они все появляются? Они же все появились из человеческой природы, да, из ахамкары.
То есть как отдельного персонажа, так и какой-то группы. Такие вот скользкие темы, да. Но кто готов это осознавать? В Бхагавад-гите говорится йога кармасу каушалам. Искусность, мастерство в действиях. Вот это йога. Дается такое определение, это определение карма-йоги. Некоторые думают, что карма-йога там это что-то примитивное, а вот я просто перечислил вот эти какие-то детальки, с которыми постоянно имеем дело, и если бы даже просто мы бы вот все это осознавали, да, и в социуме не были под видом духовности вот так, как бы неадекватными людьми, да, мы бы прогрессировали, мы бы развивались. Иногда просто люди, которые ничего про йогу не знают, они больше развиваются даже. У них больше ответственности, осознанности. Для многих это такой фан, там, сходить на йогу, по приколу. Вот. А нет, это что-то все, не, это культ. Они боятся сект тоже, там, культов. Хотя они не видят, что эти культы, они живут в них, и они намного более сильные. Просто это, знаете, как вот там говорят, раб Божий, да. Ты можешь быть, ну это в христианстве, да, там, можешь быть рабом Махамаи, или ты можешь быть рабом, тоже слово такое, раб. Вот как он может такое говорить? Сейчас вот эта вот цеплялка за слова пойдет там, да? А это что? Это вот гордыня, да, там, нет, я не раб, там, нет, я там Ишвара, там, даже надх, да, там начнется вот это все, да. На самом деле это просто обычная ахамкара. Это все ментальщина, мусор ментальный. Это все какие-то мирские характеры, которые самим же людям ставят палки в колеса постоянно. Выйти из этого рамок ментальных очень сложно. Не так, чтобы выйти вот просто таким стать духовным панком, а стать еще более адекватным человеком. Это мало кто на такое направлен. Поэтому да, мы видим очень немного людей, которые... Хотя, знаете, ну, здесь, во Франции, вот есть... Ну, здесь у меня в основном французские ученики. Это только сейчас кто-то приехал. Ну, у вас русский бэкграунд, да? Ученик с Украины приехал даже. То есть кто-то приедет сейчас вот с Канады тоже, там ученики приедут сюда. Из разных стран. Кто-то из Америки. Из России, помню, в прошлом году тоже ученики приезжали сюда, и все хорошо. То есть и мы видим, что у нас нормальные отношения, то, что мои французские ученики, они, ну, все-таки уже давно со мной общаются, они, ну, как в какой-то степени меня отражают, и поэтому они адекватные. То есть мы общаемся на все эти темы, вот на эти вопросы, которые сейчас вы задали. Поэтому, опять же, вот эти правила, да, то есть, чтобы такое говорить, надо в это вникать. Что это за правила. То есть есть Индия со своими правилами. Мы говорим Надха Сампрадая, там какие-то правила. Но это не просто правила Надха Сампрадая. Надха Сампрадая, она не существует сама по себе. Вроде вот какая-то часть ее там наиболее духовная, да, тонкая, она существует, но кто ее видит? То есть все видят какие-то правила, да. Можно сказать, что правила такие жесткие в Надха Сампрадае, то, что вот марьядой называется, марьяда ограничения. Пока мы живем в этом материальном мире, физически, да, без ограничений, ну, мы не можем здесь быть, потому что двойственный мир. Но без ограничений это будет просто человек может попасть в психиатрическую больницу. Что иногда и бывает с духовными людьми. Часто. Они, правда, не попадают, мы их встречаем в нормальной жизни, да, но в принципе, это уже, так сказать, экспонаты. Правильно, в духовной сфере. Они ведь продиктованы, наверное, не формальностью, а
может быть, какие-то энергетически отражают процессы, которые должны происходить внутри духовного сообщества. Не знаю, правильные отношения. Они в самой природе. Они в самой природе. Они в нашем теле, они в наших пранах. Если у нас будет там дисбаланс пран, да, то мы заболеем, можем даже умереть. Да. То есть у нас определенный процент каких-то веществ, если сахар повысится или понизится, мы можем диабет получить. Если там дофамин повышенный постоянно, ну, тоже у нас может потом апатия какая-нибудь возникнуть или что-то такое, да? Если человек вот не выходит из таких как бы состояний, да? Или если там холестерин повышенный, там есть два холестерина, один повышенный, да, по разным причинам, может там на нервной почве, может там что-то человек жирное ест, может какие-то генетические там, всякое бывает, да, вот чуть-чуть повысилось, хоп, все, то есть проблема с сосудами, инсульт, инфаркт. А почему? Потому что от природы, ну, вот все находится на своих местах в теле, да? Если вот эта наша психофизика, которая отражение является природы, да, отражение космоса, мы не можем эти процессы взять и остановить просто так. То есть можно много чего говорить там про свободу, да, там, ну какая свобода? Мы что, можем жить без кислорода долго, без питья, без воды? Мы зависим от всего, от массы факторов. То есть это в нас заложено от природы. Соответственно, йога это нормальное, спокойное, сбалансированное состояние. Все эти упражнения йоги, они созданы для того, чтобы в него вернуть. Но так как мы живем в обычной жизни, у нас много чего происходит. Вот я просто по себе могу сказать, я там приехал в другую страну, да, к другим людям, и они говорят: Гуруджи, а не хотите ли вы съесть чипсов? Я говорю: спасибо, не надо. А почему? Вам не нравятся чипсы? Я говорю: он сказал, ну не надо. Ну Гуруджи сказал, не надо, значит. То есть я не понимаю, что если сказал, что не хочу, нет, а надо вот поспрашивать, надо вот понавязывать, да. Ну сказал, что нет, да. Ну потому что человек не понимает, что мне это не нужно. Там, или там кока-колы, да, какой-нибудь. Я знаю, что мне это не нужно для моего нормального состояния. И мне не надо в этом убеждать. Вот. Но, к сожалению, многие люди приходят к пониманию, что чего им не нужно, только когда они вляпаются. Вот реально вляпаются во что-то. А когда им мудрые люди говорят, что вот лучше вот так, нет, они этого не понимают. То есть им нужно пройти определенный болезненный опыт. Особенно, если ты это говоришь каким-то спокойным языком, так вот, без там менторского тона, да, там просто как-то вот рассказываешь, это все не воспринимается. Если накричишь, тоже как бы не воспримут. Ну, в Индии они могут еще и палкой побить, да. Вот, там это как-то повосприимчивее, да. Ну, тут же демократия. Знаете, тут сразу же по судам затаскают духовных учителей. А если учитель так не сделает, то скажут, что результатов нет никаких от практики. Поэтому я все-таки говорю, что чтобы были результаты для практики, нужна самодисциплина, нужно понять, насколько дисциплина важна. Без дисциплины ничего не будет. Ну, это как, я не знаю, врач дает какой-то рецепт, то есть сказал вот принимать раз в день после еды. Все. Вот это так должно быть. Вот точно так же техники. У них есть определенное предписание. Чуть-чуть не так сделаешь, еще и важно учитывать эти техники. Для разных людей они могут варьироваться. Кому что пойдет на пользу. Чуть-чуть что-то не то дашь, оно может причинить вред. Иногда. Ну, не всегда. Ну, люди, они очень хрупкие существа. То есть очень легко с ними может что-то произойти в этом мире. Поэтому надо быть очень внимательными. Нет, дисциплина, она очень важна. И все эти разговоры там про какие-то там адвайты, там, что вот есть какой-то уровень недвойственный, где там
все это теряется. Мы когда говорим что-то там про двойственное, про недвойственное, нам нужно и то, и другое. Мы говорим про естество, мы должны знать, что такое неестество. Потому что так мир устроен, что мы это все в сравнении мы только определяем. Если мы вошли в естество и не видим неестество этого мира, и, как я уже сказал, мы не осознаем все возможные факторы, чем больше, тем лучше, то это естество может сыграть злую шутку. Мы просто будем, такими, знаете, шариковыми, там, Маугли такой, да. То есть и нас отправят куда-нибудь к ребятам в белых одеждах в долгий ретрит, центр. Поэтому нет. Говорить, что там дисциплина не нужна, там демократия, все такое. Здесь, кстати, очень много сумасшедших, очень много на Западе. Очень легко двинуться кукухой. В Австралии у нас очень много. Люди настолько потерянные, особенно сейчас, что вообще не знают, что с их психикой происходит. Поэтому без дисциплины не будет ничего. Другое дело, что сколько вы можете себе позволить дисциплины, какой, чтобы она не портила вам жизнь, если вы все-таки честно сами себе говорите, вот выключить вот это вот все там, этот перфекционизм, в смысле перфекционизм, желание быть там супер крутым, все может быть помешательством тоже. Надумать себе, что я там хочу стать великим махасидом, всея планеты, я сделаю сверхусилия. Потом опять же окажется mental hospital. Поэтому нет, надо вот реально оценивать, за что вы ответственны в этом мире. Многие вот практики неправильно понимают. Карма-йога, вот они слышали карма-йога, это тебя эксплуатируют якобы. Но это не так. То есть это надо изучать, что это на самом деле. Многие вообще не знают, даже совершенно простых вещей. Вот я дал одно из определений. Йога кармасука уширам. Это включение разума, Будхи, то, что мы делаем. Поэтому дисциплина, вот так, которая вам подходит. Обычно это учителя дают какие-то наставления. Опять же, должны складываться нормальные доверительные отношения. Это не сразу происходит. У кого-то сразу. То есть тут люди разные очень. Поэтому нет, дисциплину никто не отменял. Кто-то и здесь это понимает, да. Но это не приходит мгновенно, чаще всего. В большинстве случаев это проходит какое-то время. Чтобы до человека дошло, что у него просто в голове было много мусора какого-то информационного, каких-то установок, каких-то советов там человек где-то хватался, да, поверхностных. К сожалению, многие учителя людей делают слабоумными. По разным причинам, потому что слабоумными легче управлять. А настоящий гуру, он пробуждает разум все-таки. Не создает его умным, да, а пробуждает то, что является нормальным вообще-то. Для каждого, на самом деле.